Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Добро пожаловать в наш анализ кровавых цветов. Дилан спрашивает, где вы были? Что это за вопрос? Разве Роза не говорила? Он говорит, что я видел тебя. Он говорит, что я имею право просить тебя о чем угодно. Я Дилан Коробей. Он говорит, что вы будете вести себя так, как ведет себя женатый мужчина. Баран говорит, что я не буду отвечать на такое дешевое обвинение. Дилан продолжает. Если это бумажный брак, говорит он, давайте расторгнем его. Если ты не можешь мне ответить, он говорит, чтобы разделиться и уйти. Баран никак не ожидал, что столкнется с такой реакцией. Он достает кольцо и отдает его Барану. Баран очень злится. Дилан говорит, что ты ничего не скажешь. Баран выходит из комнаты, ничего не сказав. С другой стороны, судьба спрашивает Гуля о кольце. Гуль говорит, что сделал ей предложение. Кадер говорит, что не доверяет Ферату. Роз говорит, что мне нужен шанс. Судьба, я ничему не мог тебя научить. Он извиняется и входит. Джеврии и Джевдет сумели взять с собой Егмура. Они вытаскивают Егмура из гнезда и уходят. Они вполне счастливы. Когда Баран ушел от Дилана, он пришел в ярость. Он идет в студию злым. Он помнит свои разговоры с Диланом. Получается нервный беспорядок. Тем временем входит Керем. Берон говорит, что я тоже собирался тебе позвонить. Он говорит, что у тебя есть работа. Дилан тоже думает о том, что произошло в ее комнате. Когда Дилан видит Кадера таким, он спрашивает его, что случилось. Судьба просит и Дилана таким же образом. Дилан спрашивает, сильно ли он поссорился с Бараном. Джихан приходит в дом Сены. Однако, несмотря на стук в дверь, никто не открывает дверь. Керем узнает о случившемся от Барана. Керем говорит, что если драка исходила от Серапа, то он ее ревновал. Баран не думает, что завидует Серапу. Она говорит, что не рада быть в этом доме. Затем Баран снова думает о словах Керема. Баран возвращается в прошлое. Подумайте о том, что он сделал. Он задается вопросом, мог ли он действительно ревновать. Кадер говорит, что он не думает, что Баран делает такие вещи. Мы поговорили с Диланом и сказали то, что было сказано. Ты прав, мы женаты на бумаге. Он говорит, что встретится с кем захочет. Ферат, который снова встречает Дерию, смущается. Он просит Гуль подумать о том, почему он любит ее. Он говорит, что тот, кто продаст тебя Барану за сережку, завтра от тебя уйдет. Там написано с тобой, потому что ты Ферат Коробей. Он говорит, что он не такой тупой, как ты думаешь. Баран видит, как Дилан берет его подушку и одеяло и выходит из комнаты. Он думает, что даже не хочет оставаться в одной комнате. Он говорит, что я встретил Серапа, поэтому я вернулся. Баран думает о словах Керема. Баран думает, не ревнует ли Дилан. Дилан, с другой стороны, спрашивает, не понял ли я. Баран говорит, что он не сплетничает. Дилан говорит, что она, конечно, твой близкий друг, тебе виднее. Ферат достигает Гуль. Он спрашивает, купила ли она серьги у Дерии. Когда он получает ответ «да», он думает, что прав. Тогда Ферат говорит, ты хотел жениться на мне, потому что я Коробей. Роз говорит, что ты позвонил мне, чтобы вот так унизить меня. На следующее утро Дилана нет за завтраком. Гуль говорит, что Дилан в саду. Он добавляет, что не хочет завтракать. Серап говорит, что пойдет посмотреть мебель. Он просит Барана пойти со мной. Баран думает о том, что сказали Керем и Дилан. Пока Серап ждет ответа, Баран молчит. Баран выходит в сад с тарелками для завтрака в руках. Он приходит к Дилану. Когда Дилан видит Барана, ему сразу хочется встать и уйти.
Но баран не позволяет этого. Баран говорит, что ты ничего не ел. Дилан говорит, что она не голодна. Баран говорит: садись и ешь. Что-то случилось с бароном. Он говорит, что я не могу сидеть на диете. Дилан говорит, что тебе даже не нравится сидеть на диете. Начните есть. Сара подходит к ним. Он говорит: давай вместе поищем в баране мебель для дома. Серап говорит, что я пришел не вовремя. Дилан говорит, что нет, я тоже собирался. Егмор узнает, что Ханифе не одобряет брак Зюмруд и Али. Егмор говорит, что я хочу, чтобы Али и Зюмруд поженились. Джевдет сердито звонит Али и Зюмруд. Он говорит, что собирался узнать эту новость от ребенка. Баран думает о словах Керема, когда остается один. Он задается вопросом, может ли это быть правдой. Дядя Ахмед приходит к нему. Это говорит о том, что ваш разум где-то застрял. Баран говорит: да, некоторые вопросы меня смущают. Дядя Ахмед говорит, что вы должны спросить у владельца ответ на эти вопросы. Быть гордым – это добродетель. Но быть излишне гордым – значит страдать. Он говорит, что вы должны пройти через это с любовью. Выберете ли вы гордость или любовь? Джевдет спрашивает Али и Зюмруд, почему они скрывали это от меня до сегодняшнего дня. Он говорит: как ты думаешь, ты собираешься противостоять мне? Итак, Ханифе говорит, что я позабочусь о ней. Ханифе, с другой стороны, закрывает тему, говоря: никогда. Отношения Дилан, баран держит ее под наблюдением, все сходятся. Когда Дилан сидит под деревом в саду, Дилан подходит к нему. Он говорит, что если есть место для меня, я сяду. Возьмите котенка из рук Дилана. Она начинает с ним разговаривать. В конце концов, поговорить с Диланом напрямую довольно сложно. Скажи, котенок, своей сестре Дилан, любовь увеличивается, когда вы делитесь. Дилан отвечает немедленно. Вы не можете поделиться тем, что любите. Оно принадлежит вам. Он отвечает, что мое то мое. Глаза барана теперь улыбаются. Кадер Кудрет достигает мозга. Он говорит ей, что между бараном и Диланом что-то есть. Дилан говорит, что я должна сказать ему: я больше не могу это скрывать. Затем он кладет голову на руку и спит. Дерья не хочет терять время. Он решает поговорить с Хасаном. Я посоветовал Дерье Хасану выйти замуж за Ферата. Он отверг меня. Кроме того, он говорит, что сделал это для горничной. Он сказал, что полон решимости жениться на ней. Он говорит, что твоя девушка будет горничной, выходящей из кухни. Дилан думает о прошлом. Он думает, что баран пытается избавиться от него. Дилан хочет отправить меня из дома к Серапу. Но говорит: зачем я об этом думаю и плачу. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.